Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать! Вы снова на Зеркальном Таро, и мы с вами сейчас погадаем, чему быть, чему не миновать. Итак, что у нас с самого начала? Император, да? С пентаклем, с денежками, с каким-то предложением для вас очень ценным идет. Человек, ну не знаю, такое ощущение, что ради вас, ради ваших отношений он очень от многого готов отказаться. На каких-то процессах, каких-то серьезных процессах он поставит не то что одну жирную точку, а целых 10 точек. Здесь мужчина, который выбирает вас. Захлопывает, как бы дверь закрывает за какой-то своей прошлой жизнью. Может быть, он выбирает вас, между вами и какой-то женщиной, да. Может быть, вы и его свобода, его свободная вольная жизнь, да, когда, да, надо будет и с друзьями там, в принципе, расстаться, да, по большому счету. Может быть, этот человек будет делать выбор, например, страна проживания ради вас, да. Может быть, например, ну, бывает такое, что, например, семья, но здесь мужчина взрослый, конечно, показан. В семье, может, кто-то не очень-то вам рад, да? Здесь мужчина, который вот всем проблемам, всем скажет прочь, да, ради того, чтобы вот этот шанс, который вам дает судьба, чтобы его взять. Шансовый очень идет мужчина, который ради вас что-то будет, от чего-то отказываться, что-то делать. Серьезный мужчиночка идет вам, девочки. Давайте посмотрим о нем еще немножечко. Вы о нем мечтали, вы о нем грезили. И вы, может быть, даже и не верили, что он все-таки будет ваш. И знаете, еще здесь подсказка какая, дорогие мои. Здесь вышла верховная жрица. Вы взрослая тоже женщина. Вы не юная девочка. Здесь, скорее всего, расклад для больше старшего возраста. Здесь показано, что хотя нам всегда 28, да, девочки, как говорила Гурченко. Так, здесь показано, что сыграет огромную роль, кроме вашей красоты, ума, нежности, доброты, ваша мудрость, девочки. То есть, возможно, например, этот мужчина вам говорил, да, ну подожди, мне надо то сделать, мне надо это все. Но в этом случае вы его, допустим, ждали, не подгоняли, не, ну как-то правильно себя, что ли, повели, и вот вам идет такой результат. То есть здесь вот какая-то ваша мудрость, тонкость какая-то ваша, интуиция сработает, понимаете? Вот так. Что-то, о чем вы и не мечтали, получается. Ну, мечтали, но не были уверены. Вот так, скорее всего, да. Оно все равно произойдет и сбудется. Так, вы знаете, вот здесь еще раз у нас в этой линейке показано, что ваше счастье вы будете как будто вырывать, как, знаете, из каких-то ограничений. Но, скорее всего, это будет делать все-таки он. А может быть, вы со своей стороны тоже как бы будете, ну, что-то от чего-то и отказываться, от каких-то подруг или тоже вот от своей вольной жизни, свободной, да, тоже так может быть. У вас идет взаимность, у вас идет любовь, жизнь будет полная чаша, но это было понятно и по пентаклевому тузу, да, что в вашей жизни будет все. И любовь, и достаток, хороший дом, комфорт, все, что как бы должен дать мужчина женщине, да, для того, чтобы она была счастлива, довольна. Этот мужчина, он вам даст. Он очень ресурсный, он очень перспективный, он вам это даст. Так. А давайте-ка посмотрим. Его окружение как раз хотела посмотреть. Давайте его окружение посмотрим. Его окружение. Так. Ну, здесь, смотрите, башня, да, то есть у них прямо люди какие-то есть в его окружении, которые в шоке от его решения. У них просто, смотрите, срывает крышу. Из двух сторон целых две тройки, да. Обе тройки у нас могут говорить как о, в принципе, каких-то треугольниках, да, которые были, допустим, а теперь выбор будет сделан в вашу сторону. Но также еще может быть показано, в принципе, что несколько человек, даже 3 человека, может быть, да, вот у них прямо шок какой-то, у них прямо стресс, как говорится, прямо сердце болит, да, сердечные прямо капельки надо выпить. То есть кто-то не будет радоваться вашей любви, вашей паре, к сожалению, да, кто-то, и это именно его окружение, не ваше. Так, давайте посмотрим еще. Смотрите, у него есть
какой-то мужчина, который любит его, который заботится о нем. А если этот мужчина даже, может быть, уже ушел из этой жизни, да, по отшельнику, как ушел, он и дальше как бы, ну, как стал ангелом, тогда хранителем для этого мужчины. Он очень хочет, чтобы этот ваш мужчина был счастлив, чтобы у него был дом, в котором жили бы счастье, гармония, любовь и так дальше. Поэтому есть какой-то, скажем так, защитник. Но также это может быть, естественно, человек, который есть в его жизни реально прямо сейчас. Отец, брат, даже взрослый сын может быть, да, который любит отца и желает ему счастья. То есть есть там, видите, как бы как минусы, так и плюсики есть. Давайте теперь с вашей стороны посмотрим. С вашей стороны, что, какие люди окружают вас, что они вам по поводу вашей вот этой как бы пары, которая вот рождается, да, или уже родилась, что они думают. Ну, так скажу, здесь есть юный человек, который очень расстроен, либо разочарован. Опять же, может быть, с вашей стороны у вас взрослый сын есть. Может быть, какому-то мужчине вы нравитесь, молодому мужчине, да, и он бы хотел, чтобы с ним были. А вы выберете вот этого уже, который постарше, такой весь серьезный парень, знаете. Вот этот, который здесь расстраивается и разочарован, тоже возле него тройка вышла. Знаете, ну такое ощущение, что вы прямо вот как через тернии к звездам, но тем не менее вы к своей звезде, к своим звездам приходите с этим мужчиной. Так, это то, что нам показывают карты. Давайте посмотрим теперь еще тоже ваши какие-то финансовые дела. Про любовь мы посмотрели. Финансовые ваши дела. Но здесь вы будете очень довольны, очень довольны. Смотрите, у нас в центре кубковая королева. Женщина как бы наполненная. Вы спокойны, вы наполнены, да, то, что у вас все хорошо сейчас и дальше будет. И действительно, пентаклевый король показывает, что у вас либо будет хорошая работа, то есть хорошее какое-то обеспечение. Может быть, очень хорошее будет обеспечение от мужчины, да вы и не будете работать, да. Если будете работать, то работа будет очень хорошая, потому что мужчина, да, который держит пентакль в руках, это, ну я же спросила про работу, да, то это и есть как раз как бы сигнификация вашей работы, там, офиса вашего или фирмы вашей, допустим, да. Также я смотрю, вот это у нас карта партнерства, да, если вы открываете свой, допустим, бизнес, может быть, у вас будет общее дело с вашим мужчиной. Здесь все как-то благоприятно идет. Хоть вы самостоятельно работаете или с кем-то будете где-то в партнерстве, да, идет очень благоприятные для вас как бы времена, да, так бы я сказала. Так, по бизнесу понятно. А давайте для тех, кто, может быть, вот вы думаете, хочу открыть бизнес, какое направление вам бы посоветовали карты, если вот вы просто хотите что-то организовать, открыть. Давайте посмотрим. Совет для вас. Ну, во-первых, смотрите, очень много нужно будет вам информации, как бы взять где-то, почерпнуть, получить, со специалистами поговорить. Я извиняюсь, что я заговариваюсь. Вот, подключить специалистов, с теми, кто уже в этой теме силен, пообщаться, понимаете? Здесь вот как будто, в принципе, когда вы будете открывать свое дело, вы как вот такое ощущение, как берете быка за рога, да, то есть у вас 100% получится. Единственная вам подсказка — это знание, знание, знание. Взять в ваши руки вот информацию, вот что важно. Дальше. У вас здесь вышел пентаклевый рыцарь. Вообще все пентаклевые карты и тем более фигурные карты, они вот немножечко медленные. Например, они помедленнее, чем если бы здесь был, например, жезловый рыцарь, да? Жезловый, он такой шустрый. Этот более как бы медленно. То есть что показано? Что в вашем деле, вот если вы будете открывать какое-то свое дело, вы приготовьтесь к тому, что оно будет так развиваться как бы постепенно, да. Здесь не показано, что будет такой прямо вот вы вчера открылись, а завтра вы уже прямо звезда. Но тем не менее, вот вся триада говорит о том, что вы будете очень хорошо зарабатывать, денежки у вас будут постепенно, постепенно. Вот это именно был вопрос для тех, кто хочет открыть свое дело. Так, а в какой сфере? Ну, в какой? Здесь, скорее всего, все-таки у каждого будет своя сфера. Людей смотрит очень много, поэтому я только так скажу. Опять вышло партнерство у нас и карта победителя.
Здесь еще и еще раз показано, да, что вам обязательно нужно будет быть в контакте с людьми, которым вы доверяете. То есть, значит, какие-то подсказки, какую-то информацию брать надо. Правильно. Так. Дальше. Давайте посмотрим по, допустим, вашей реализации как жены, да, как хозяйки дома. Давайте посмотрим, что тут у вас. Так. Ну, я так вам скажу. Вы будете командовать парадом. Вы будете говорить, я хочу вот здесь, чтобы было так. То есть, если ремонт, то чтобы по-вашему. Скорее всего, у вас хороший вкус. Вы разбираетесь в том, что вы, в чем вы уверены. Да, вот вы уверены, что вы хорошо сделаете. И вы как бы доказываете это. Вы доказываете, что я это сделаю лучше. Вы берете в свои руки какую-то историю, то, что связано с домом вашим. Вот. Вы будете вкладывать туда деньги, я имею в виду семейные, не то, что вы пошли прямо заработали и вложили, да, семейные деньги, потому что восьмерочка пентаклевая вышла. Вы будете там что-то переделывать, перестраивать, переоборудовать, то есть перестроечка какая-то или ремонтик однозначно идет, вот, но он будет вам в радость. Вот это то, что, хотя как будто и ну, все, кто делает ремонт, знают, да, что начинать вроде как это легко, а как заканчивать уже думаешь, ну когда же он закончится, да? Здесь то, что вот будет вам в радость этот труд. Вы будете каждый день видеть, как оно там улучшается, эта ситуация, как вы себя реализуете, да, свою творческую, свою какую-то, эм, как это сказать там, жилку реализуете, поэтому вы будете довольны. Так, теперь давайте мы посмотрим ваше окружение, я имею в виду семейное. Не то, что там друзья, подружки, а семья. У вас же есть семья, да? Как они, какую они будут роль играть в ваших новых отношениях? Ваша семья. Так, вот с одной стороны, нет. Тут центральная карта все-таки звезда. Звезда — это карта мечтаний, надежд и каких-то светлых высот, знаете, пожелания светлых высот, каких-то достижений. Поэтому так скажу. Ваше семейство, ваше окружение, они будут рады за вас, что вы как бы изменили свою жизнь к лучшему, что они видят, да, вот этот ваш рост, что вы чего-то достигли, вы прямо сами ну, станете как звезда, скажем так. Плюс в ваших руках еще появляется вот этот жезл, которым вы будете управлять, то есть своей жизнью вы точно будете управлять. Здесь есть небольшой страх, чтобы не было так у них, что вы начнете и ими управлять, да, что вы добиваетесь каких-то таких вершин, что теперь начнете как бы им тоже рассказывать, как им жить и так дальше. Я не скажу, что такой страх есть у всех ваших родных, но у кого-то точно есть. Да, люди за вас рады, ваши родные, да, что у вас такой прорыв, но небольшой страх есть, что а как вы будете себя вести дальше, чтобы вы там ну, я не скажу прямо, не зазнались, чтобы, но чтобы не поучали других, как жить, да, немножечко, может быть, есть такое в характере, да, какая-то строгость такая. Им, наверное, хотелось бы, может быть, чтобы вы были мягче, но за вас будут радоваться, вот так вот я скажу. Так, и давайте теперь посмотрим об этом мужчине, который вышел в самом начале. Давайте мы немножечко его посмотрим. Характер, ну, характер, ладно, он уже там все понятно с ним, добился. Такой сильный мужчина со стержнем, с мощным. Давайте посмотрим его, может быть, к профессии, да? Денежки он хорошие зарабатывает. Ой, он у нас прямо на все руки мастер. Вы посмотрите, вышла карта мага. Маг — это на все руки мастер. То есть он, если профессия, то она такая многогранная. Знаете, не то, что вот человек умеет только что-то одно, а он много всего умеет. И вот здесь еще это работает на то, что, возможно, он такой крутой бизнесмен у вас будет, потому что очень часто люди, которые ну, создают свое какое-то дело, они очень много всего умеют в процессе, да, как обучаются, интересуются, узнают. Вот, любого возьмите бизнесмена, который построил там свою бизнес-империю, да, и он точно знает вот каждый этап, каждый шажочек, как его там бизнес развивается, да.
винодел, допустим, он знает и как вырастить виноград, да, и какой закупить, и как его растить, и как его собирать, и что с ним потом делать, и как из него делать вино, да. То есть он во всех этих промежуточных работах, профессиях он спец. Поэтому вот по карте мага это вот такой человек. Он очень много знает и умеет, этот человек. Он не хвастун, он не ходит вот это вот с флагом, да, что я такой умничка, я такой вообще. Он не то чтобы он молчаливый, но он не кичится, понимаете, своими этими знаниями. Он их использует, как бы употребляет эти знания там, где они нужны. Вот, что о нем хочу сказать. В общем, для профессии, для профессионала это очень хорошая карта, вот это вот маг, понимаете? Он может открыть любые двери, он уважаемый человек, его уважают. Когда он куда-то приходит, его и выслушают, да, и он зайдет и поговорит, и договорится, вот, к нему прислушиваются. Вот. Допустим, если этот человек доктор, образно говоря, да, то он тоже может быть здесь как широкий какой-то профиль. Так очень может быть. Вот, когда опыт большой у человека, да. Возьмем даже, например, хирург. Есть такой человек, который только вот в одной области работает, но есть такие, которые много они сфер, скажем, областей могут делать, работать, обнять, да. Так, что еще о нем? Давайте посмотрим. Человек щедрый, он благотворительностью занимается, он кому-то помогает. Здесь показан маленький ребенок, это могут быть детки, детские дома, какие-то пожертвования, что-то он никому не говорит, но он помогает кому-то, кому-то отправляет денежки. Вот. Почему не говорит? Потому что для него это нормально. Опять же, он не должен ходить с флагом и всем рассказывать, как он живет, кому он помогает. Он считает, что это просто нормально. И все так и должны. Так, что мы еще о нем спросим? Давайте спросим о нем. О, его прошлое. Давайте посмотрим немножечко. Интересно же, да? В прошлом, что у него там было? Ой, мама дорогая. Так, ну тут 100% развод был. Это мужчина, у которого за плечами есть уже своя история. Вот. И такой был нелегкий, тяжеловастенький был. Вот. И там такое ощущение, что не знаю, как его, не знаю, как, ну не обманули, ну как-то как использовали. Возможно, была какая-то женщина, которая его использовала, понимаете? Жила просто весело и легко. Он себе работал, пахал, а она с подружками развлекалась. Я не скажу, что она прямо ему изменяла, но она очень легко жила. Скорее всего, вот развод именно был потому, что мужчина этот подумал, время идет, да, и вот он понял, что нет никакой отдачи, нет никакой взаимности, и что эта женщина эгоистична, она просто живет для себя. Просто живет свою лучшую жизнь, понимаете? Вот. И это тоже не сразу случилось. Он долго думал, он много думал о том, как быть дальше, да, сохранять, не сохранять или расставаться. Видите, вот он думает. Но в итоге все-таки он принял решение, что очень разные даже разный образ жизни, как будто она могла любить и выпить, погулять, куда-то, не знаю, пропасть куда-то с подружками, потом еще прийти, наврать, что-то наговорить. Видите, Луна, 3 короба, там я была там, на самом деле была не там, поняли? И вот это вот, может, он и любил эту женщину, но он в ней очень разочарован, вот, и однажды все-таки думал и поставил на этом всем точку, вот и все. Так, давайте тогда посмотрим. Ну, я вот это боюсь прямо спрашивать. Но все равно давайте посмотрим. Не будет она там вам лезть, мешать как-то, нет? О, смотрите, иерофант вышел. Очень хорошая, во-первых, защита. Вот у вас, у вашей пары, между вами и между этой женщиной стоит как иерофант. Понимаете? То есть как будто стоит такая плотная, мощная защита. Опять же, это еще карта может в принципе сказать, что она понимает, что ей некуда возвращаться, что действительно этот мужчина, ну просто ее больше уже не хочет, что там, ну бесполезно, просто бесполезно.
Вот и все. Сожалеет ли она об этом? Да, сожалеет. Ее там и любили, у нее были там деньги, видите, девятка кубковая, десятка пентаклевая, то есть дом, полная чаша, у нее все это было, но она не сберегла. Она совсем пошла по другой как бы пути дорожки, эта женщина. Вот. И сейчас его и ваше с ним будущее, видите, вот у вас какая охрана есть, иерофант хорошая, как бы от высших сил прямо вот будет вам такая защита. И вот новое строительство, новый дом, новая любовь, все это у вас будет. А та дама осталась в прошлом, вот, она не появится больше, она не вернется даже потому, что она прекрасно понимает, она его знает хорошо, что там уже ей нечего ловить, она уже свое потеряла, поезд, что называется, ушел. Вот такое сегодня гадание. Девчоночки, не забудьте поддержать видео, да? Я всегда вас об этом прошу. Лайк, подписка и комментарий. Прошу, да, прошу. И в конце я буду иногда это давать вам, рассказывать, да. Не для всех, кому не интересно, пожалуйста, вы уже можете выключаться, скажем, выключать видео. А для тех, кому интересно, я хочу рассказать про круизный бизнес. Любимые мои, я приглашаю, ну, это можно бизнес, можно зарабатывать там в этом бизнесе, да, а можно очень-очень выгодно отдыхать, просто невероятно выгодно. Это нельзя сравнить по комфорту и по выгоде ни с какими другими путешествиями, особенно если вот ехать самим. Знаете, как вот люди едут, снимают там квартиру, покупают потом продукты, готовят. В общем, это так. Отдых получается только наполовину, а все остальное все равно будет рутина, как дома, да? В круизе вы понимаете, что вы отдыхаете просто по-королевски. Все у ваших ног, невероятный комфорт, вкуснота, развлечения и для вас, и для ваших деток, и вы смотрите разные страны. Просто великолепно. И все это по невероятной фееричной классной цене. Вот. Плюс для тех, кто в клуб в наш входит, там есть такая система, баллы, там идут скидки, понимаете? Вы только заходите, у вас уже скидка 25% сразу. Вот. Со временем, если у вас будет желание, можно будет и 50% будет скидка. А представьте, если, например, взять каюту, да, муж, жена и там пара, ну, двое детей, да, вот. Кстати, за детей в каюте ж вы не платите. Ни за каюту, ни за рестораны, ни за какие развлечения. Они автоматически просто с вами едут в каюте. Только за двоих человек каюта оплачивается. Каюта, ну, как бы, как номер гостиничный, правильно? Вот. И получается, что это очень-очень круто, выгодно, приятно, интересно. И ни в каком путешествии, да, вот так, если поехать, вы там, допустим, за 6-7 дней не можете посмотреть там 4 страны, допустим, вы не успеете. Или успеете, но вы будете просто уставшими до невозможности. А здесь просто вот просто отдых и наслаждение, да. И вот эти вот скидки, которые со временем вы можете для себя получить, да, об этом я вам могу подробнее рассказать. Пишите мне, у кого есть интерес, да, кому интересно, как можно там отдыхать выгодно, как можно зарабатывать. Я вам все-все расскажу. Я в клубе больше года, сам клуб ему уже 8 лет. Вот это американская компания. Всем очень нравится. Это реально просто шикарное изобретение, понимаете? Вот. Первый раз я поехала в круиз, я еще не знала про существование этого клуба. Вот. И шикарный был отдых. Но потом, когда я узнала, какие есть возможности с клубом, конечно, я туда вступила, естественно. И очень этому рада и счастлива. И вас приглашаю. Пишите, дорогие мои. Не звоните, но пишите мне. Да, Вайбер, WhatsApp. Под видео есть мои номера. Я с удовольствием отвечу каждому. Потому что это действительно то, что классное. А я только хорошим с вами делюсь. Только хорошим. Все, спасибо, что выслушали, да. До новых встреч, до завтра. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.